что мы живем в другой стране. Вы знаете, Владимир Владимирович, вот еще вчера вот на этом шкафу, вот сзади меня, впереди вас, стояла статуэтка Ленина. И я должен вам сказать, что я заготовил вопрос. Вопрос был прост. Значит, я понимаю, что эта статуэтка осталась, вероятно, от прежнего хозяина в кабинете, поскольку вы здесь недавно. Я хотел вас спросить, а зачем вы ее, в общем, оставили? А вот сегодня мы пришли, я, правда, утром еще она стояла, мы успели ее снять. Вот. Но вот когда сейчас вошли уже на основную съемку с вами, то ее не оказалось. Значит, вот что случилось? Затрудняюсь ответить, что случилось, потому что это, видимо, сделал кто-то из моих помощников. Куда она делась, мне, признаться, неведомо. Но ведомо то, что здесь были портреты создателя СССР Владимира Ильича Ленина, они были сняты. Но я должен вам сказать следующее. Я отношусь к этому спокойно. Так? Есть они, нету этих портретов или статуэток. Я исхожу из того, что вообще нужно относиться к истории как к тому, что было. И этого не вычеркнуть из нашей истории. Если же вас интересует мое отношение к этому человеку и к тому учению, которое он ярко представлял, то я бы сказал так, что был период времени в моей жизни, когда я с интересом относился к учению марксизма-ленинизма, много читал, так, и с интересом читал, находил это чтиво интересным, логичным часто. Так. Ну, действительно... Ну, как все мы. Да, как все мы. Но по мере, так сказать, взросления, что ли, так, возмужания, для меня становилось все более и более очевидной истина, что все это не более чем красивая и вредная сказка. Вредная, потому что осуществление или попытка проведения ее в жизни в нашей стране нанесла последний огромный ущерб. И в этой связи мне бы хотелось два слова сказать о той трагедии, которую мы переживаем сегодня, а именно трагедии распада нашего государства. А иначе как трагедии это не назовешь. Я думаю, что как раз деятели октября 1917 года заложили мину замедленного действия под это здание. Под здание унитарного государства, которое называлось Россией. И что они сделали? Они разбили наше Отечество на отдельные княжества, которые раньше на карте земного шара и не фигурировали вообще. Наделили эти княжества правительствами и парламентами, так? А теперь мы имеем то, что имеем. Но это с одной стороны. С другой стороны, они уничтожили то, что стягивает и сплачивает народы цивилизованных стран. А именно уничтожили рыночные отношения. Уничтожили рынок как таковой, зарождающийся капитализм. И единственное, что они сделали, и чем держали страну в составе общих границ, это колючая проволока. Как только эта колючая проволока была убрана, так распалась и страна. И я думаю, что в значительной степени, конечно, это вина этих людей. Хотели они этого или нет? Я думаю, что не хотели. Так? Но объективно они сыграли вот такую негативную роль. Какой вопрос? Вы знаете, было много разговоров такого рода, что вы откуда-то, так сказать, да, вот взялись откуда неизвестно и как. Мне просто это, наверное, повезло. Я снимал этот вот с вами интервью в 91 году, этот эпизод. Мне кажется, что 11 лет тому назад на самом деле были принципы, от которых не уходите сегодня. Я прав? Мне так же, как и в предыдущем эпизоде, мне практически нечего добавить. Я все готов повторить слово в слово. Визит Путина сенаторы использовали, что называется, по полной программе. Задавали вопросы, кажется, обо всем, что интересует. Один из них – скоро столетие со дня начала Первой мировой войны. Однако и ранее в Советском Союзе, и сейчас в России, по мнению одного из сенаторов, об этой войне мало кто помнит, будто ее и не было вовсе. Путин высказал свое мнение, почему, на его взгляд, такая ситуация сложилась. Мы почти не задумываемся над тем, что произошло. Наша страна проиграла эту войну, проигравшей стороне. Уникальная ситуация в истории человечества. Мы проиграли проигравшей Германии. По сути, капитулировали перед ней. Она через некоторое время сама капитулировала перед Антантой. И это результат национального предательства.
тогдашнего руководства страны. Это очевидно. Они боялись этого и не хотели об этом говорить, и замалчивали. И несли на себе этот крест. Но это ведь и цена какая была этого поражения. Что мы потеряли после того, как капитулировали. Огромные территории, огромные интересы страны были отданы в положенном, просто непонятно ради каких интересов, ради партийных интересов только одной группы, которая хотела стабилизировать свое положение у власти. Но политический смысл. Эти слова, безусловно, сразу спровоцировали особенную активность оппозиционно настроенных участников. Они тянули руки, растягивали плакаты и почти сразу микрофон дали человеку, который использует белую ленту для обозначения своей гражданской позиции. В декабре прошлого года вы прокомментировали нашу символику довольно интересно, в кавычках. Прошел год, и хотелось бы знать, поменялось ли ваше мнение о людях с белыми лентами? Я не высказывался против людей, которые выходят с этой символикой. Мне было обидно за тех людей, которые используют наработанные где-то за бугром технологии. Вот о чем я говорил. Там очень много людей, настроенных патриотично. Я это прекрасно понимаю, отношусь к ним с глубоким уважением, с большим уважением. Даже не сомневайтесь в этом. Есть такие люди, которые выступают вообще против всего и всегда. Против любых форм государственности, в том числе российской государственности. Очень близко с этим смыкается и другое направление деятельности. Это пожелание поражения своей собственной стране в самые тяжелые времена испытаний. Как большевики желали поражения в своей собственной стране в Первой мировой войне. И в целом надо сказать, что, в общем, внесли свой посильный вклад в поражение России. Причем это была удивительная ситуация, при которой сама Германия капитулировала перед странами Антанты, а Россия проиграла проигравшей стране Германии. Причем с какими тяжелыми последствиями, с потерей огромных территорий и с другими тяжелейшими последствиями для себя. Это вообще уникальный, масштабный пример национального предательства. У нас ведь что произошло? После развала Советского Союза и господствующей идеологии ведь ничего взамен не появилось. А между прочим, кстати говоря, не знаю, коллеги меня там, которые придерживаются левых взглядов, может быть, будут ругаться или будут спорить со мной, но ведь даже коммунистическая идеология, это же была основные постулаты взяты-то были тоже из традиционных мировых религий. Вы понимаете, ведь кодекс строителя коммунизма, это что такое? Что там, это все равно, что в Библии посмотреть. Или в Коран. Не укради, там, не убей, не укради, не пожелай жене ближнего своего. Это все там прописано, понимаете? Это все оттуда взято. Даже вот многие говорят про мавзолей, там, говорят, это не соответствует традиции. Чего не соответствует традиции? Поезжайте в Киевско-Печорскую лавру или посмотрите, что в Псковском монастыре, либо на Афон. Там мощи святых людей, уважаемых, они присутствуют, пожалуйста, там можно все посмотреть. И в этом смысле коммунисты даже в этой части традицию перехватили. Сделали это грамотно, сделали это в соответствии с потребностями того времени. Но нам нужно вернуться к корням.